Всем привет, добро пожаловать на канал Дистилеша. И сегодня я не один. Да, меня зовут Михаил, я сегодня не в погребке Потапыча, я сегодня на чердачке у Леши. Ну, здесь на самом деле неплохо, тепло, светло, мухи не кусают. Сейчас посмотрим, чем угощать будут. Михаил — это восходящая звезда алкоблогинга. Прошу любить и жаловать. Подписывайтесь на канал Михаила, он здесь вот сейчас всплывет. Ура! Максимально интересно и подробно рассказывает про коньячки. Много всего интересного всегда можно получить на его канале. Сейчас зазнаюсь, честно, зазнаюсь. Подписывайтесь, пока не зазнался. Да, то есть человек с такими серьезными знаниями, так скажем, и, видимо, с хорошим багажом дегустации в прошлом. Ну, не будем, да, о прошлом, как это, что было в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Так, сегодняшняя суть эксперимента, а это эксперимент, показать, что на вкус и цвет товарища нет. По крайней мере, это моя идея, Михаил ее недостаточно. Я не понял пока, да, я не понял, но я думаю, что сейчас мы выпьем по 50, и все будет лучше. Да, все должно встать на свои места. Началось все с того, что я посмотрел выпуск Дениса Шашкина летом 2021 года, вот здесь тоже посмотрите ссылку, на Айк 11. После этого выпуска произошел некий, так скажем, треп, некий всплеск активности вокруг этого Айка 11, все стали его искать. Его скупили во всех магазинах, его нет сейчас почти нигде. Но вот в Москве найти Айк 11, ну не знаю, только у каких-то жуликов за 2 с лишним тысячи, а так нет. Да, встали в каких-то, так скажем, подпольных продажных местах, так скажем, на черном рынке, там цену стали взвинчивать. До этого выходил обзор у Графина, тоже когда-то, по-моему, года 2 назад, за год до Дениса. И он там рассказывал, цена была в районе 780 рублей, что ли, за бутылку он брал. Счастливые времена. А сейчас на черном рынке эта бутылочка уже 2500 стоит. Так что... Спасибо, Денис. Спасибо, Денис, тебе большое. Я помню, как из его описания он говорил, что-то вспоминал о фейерверке, ну то есть вкусов, ароматов, то есть он был под большим впечатлением. Ну и все это пошло в массы. Я тут же тоже, естественно, клюнул на это дело и пошел тут же, побежал в магазин, и в первом же магазине его нашел, хотя Денис рассказал, что он очень редкий, его уже невозможно найти. Нашел, осадил сразу полбутылки и ничего не понял, то есть, как бы, ну где фейерверк, как бы, ну был какой-то фейерверк там в глазах, сверкало и все. Это, наверное, под Новый год надо пить, чтобы фейерверк был. Ты смотришь в окно, там фейерверк. А я его даже так не нашел. Я просто посмотрел попозже, и все. И мне там Айк 11, там бери. Вот, а где бери? Ну, как бы нет, да, платить за этот Айк 11 там больше, чем за Ахтамар, не знаю, ну, не могу себе это представить. Это цена уже почти Сардарапата, там того же 20-летнего Прошанского, да? 2500. Да, а Сардарапат там 2900, что в этом духе. Ну, трешка стоит. Ну, не тот совсем. Ну, потом нашелся добрый человек, там мой подписчик Михаил Мар, он мне подарил эту бутылку. Вот, это было здорово, феерично. Это как для коллекционера найти какую-нибудь там, скажем, монетку, которой давно все переплавились, а вот ты одну нашел. Поэтому, да, ну, фейерверк, не знаю, про фейерверк могу сказать, для меня это как фруктовая лавка. Такая много-много фруктов, куда тебя пустили, а хозяин лавки ушел. Вот, и ты можешь как бы быстренько наесться этого всего, пока никто не видит, и убежать вот с полной мордой, вымазанной этими персиками. Ну, примерно так. Но мне понравилось, а что, хороший опыт. Ну да, и Михаил снял выпуск на своем канале, тоже сейчас ссылочку добавлю. Снял выпуск про Айк 11 и тоже, я так понял, впечатлен был, да? Ну, да. Напитком. И я решил собрать такой вот некий консилиум, вот разлить, вот взять Айк 11, вместе сесть и вот прям глаза в глаза сравнить этот напиток и поделиться впечатлениями. Может быть, я что-то не понял, может быть, я не прав. В общем, а может быть, получится доказать то, что действительно все фломастеры разные. Так, ну что, разольем тогда, да? Ну, давай. Да, тут еще есть одна фишка. Подожди, давай. Да. Да. Один Айк постоял открытым несколько больше, чем другой. Вот, поэтому... Ну. Поэтому мы будем разливать один и тот же, чтобы... А второй мы потом вне камеры уже еще бахнем по стаканчику, чтобы веселее жилось. Я так понял, кстати, вышла одной партией вышел этот релиз, если я не ошибаюсь, да? Ну да, он один, он декабрьский, как раз. Почему фейерверк-то, да? Он же вышел ближе к Новому году. Да, и всех там зафейерверчило от него. Вот, и как говорят умные люди, которым я, в принципе, доверяю, что это был некий брак ереванский, что-то у них там не получилось, и не вытянули они эту партию. Ну и как бы решили на переработку ее не отправлять никуда, а решили ее разлить и назвать там в честь, судя по луку и стрелам, это тот герой-основатель Армении, он, наверное, что-то типа Робин Гуда такого было, или там Вильгельма Теля. Вот, ну, в общем, чтобы в цель попало. Вот. Ну, попало, как оказалось, да? Ну, это некий праотец, я так понял, всех армян. Да, это вот, скажем, предводитель вот этой вот орды какой-то там племени, которое шло-шло, увидела Араратскую долину и решила там осесть.
И вот шли они под руководством. Ну, так как это было давно, да, когда горы Армении были еще выше, чем сейчас, вот, то, естественно, племенем правил кто? Ну, какой-то воин крутой. Ну, вот, поэтому лук со стрелой. Так было основано армянское царство. И оно получило имя Аястан, Аястан, да. что означает земля Айка. Так, если, кстати, у вас, вот интересный тоже вопрос, если у вас розлив какой-то другой, а у нас розлив 02-12-2015, 02. напишите, пожалуйста, в Да-да-да. комментариях. Может быть, вдруг у вас у кого-то есть... У меня 0,3-12 0,3 на 2015. следующий день. Да, то есть не успели они весь разлить, ночью, видно, лили. Знаете, в советские времена было такое классное выражение КВН. Вот. КВН — это коньяк, выгнанный ночью. Вот, это всякий самогон так называли и так далее. Но судя по тому, что его разливали в ночь с 2 на 3, ну, планировался, наверное, КВН. А получилось неплохо. Вот он такой фруктовенький. Причем такие характерные армянские сладкие фрукты вот эти. Вообще у меня Армения всегда ассоциируется со сладкими фруктами. Там их просто очень много, поэтому если появится желание совершить такую же ошибку, как совершил в первый раз я, когда поехал в Армению в апреле, вот не надо, вот вы вспомните вот того человека, меня, да, который вас отговаривал от этого. Нечего там делать, ребята, в апреле, только в Джермуке водичку пить. Вот. Ну, смотреть, да, все это круто, красиво. Езжайте вы осенью, когда они все собрали. Совсем другая история. В октябре? Да, я думаю, что в октябре будет точно не жарко. Вот сентябрь, октябрь, что-то в этом духе. Заодно, если будет желание посетить там какие-то конечные заводы, сразу скажу, не Ереван и не Ной, потому что Ереван и Ной — это такие, ну как сказать, это город. Это вот город прямо в центре Еревана, две палочки Твикс. Вот одна стоит на одном берегу реки, другая на другом. Два брата, как там Adidas и Puma, вот это вот все. Ну, они не братья, конечно, но два завода, которые раньше были единым целым. И сейчас вот они стали разными, стали конкурентами. Но они стоят прямо в центре города, то есть вы там не увидите вот это сборы винограда, там загрузки винограда, как они там в специально очищенных сапогах по нему ходят, по этому винограду, вот эти все вот эти штучки, они довольно интересные. Поэтому лучше поехать на какой-нибудь завод, который рядом с Араратом, там, ну не знаю, километров 20-30. Армения, в принципе, не очень большая, компактная страна, очень удобно там путешествовать. Я на машине, кстати, ездил, классно. Вот, спокойно совершенно едешь, там, не знаю, 100 верст, и ты уже в другом очень интересном городе. В России, если ты проедешь 100 верст, ну, не знаю, что ты увидишь, ничего ты не увидишь нового. Там 500, да, это уже расстояние. А там нет, там все близко. Вот, поэтому осенью будет забавно посмотреть на этот сбор, переработку винограда. Кстати, с ними со всеми можно договориться, они совершенно добродушные люди, они очень любят гостей, там, ну, на Кавказе гость святой, там, то все. Особенно если нежданный. Мы так затихли и не ухаем. Да, ты знаешь, я погрузился, и я немного переосмыслил даже свое отношение к этому напитку. Ну, под байки-то все. Под байки вкуснее айки. Ты знаешь, может быть, еще летом. Лето жаркое, и оно не располагает к питью коньяков. Не, почему? Лето располагает к питью молодых французов. Вот лично для меня. Там ВС или ВСОП, там такие обычные человеческие ВСОПы, не буржуйские, типа там Даниэль Буржу, назовем его так, вот, который во ВСОП десятку льет или фрапен, там, ну, что-то, или мантифо. И обычный там руле какой-нибудь, вот его летом вполне нормально пить. Так, мы готовы? На раз, два, три. Ну, давай. Раз, два, три. Вот наша оценка. Я не вижу, да, я ничего не вижу, я свою вижу. А ты свою прячешь, я знаю, это хит. Это вот муточки армянские. Под влиянием Майка, да, так оно все и получилось. Короче, вот моя. Едрит Мадрид! Да, мы тут в испанском квартале просто находимся, поэтому у нас такие испанские шуточки немножко. Небольшая реклама. Да, Ядрит Мадрид. Да, Удивительно я не ожидал. рядом, да. Я думал разбить в пух и прах всю эту легенду. Я о все, байке. я все думал, откуда такой смех вообще гомерический. Да, Леша подсмотрел мои цифры краем глаза. Ну, уже когда все написано было, естественно. Я-то его до сих пор вот, ну, увидел только уже в записи. Вот. А так он, да, подсмотрел мои цифры и, в общем, думаю, что смеется человек, что так радуется, а оказывается вот. Ну, давай посмотрим, откуда мы эти 75-то собрали. Вот я думаю, собрали мы их по-разному. Давай. Значит, аромат у меня 18. Тоже? Нет. Нет. Вкус 19. Ну, вкус на самом деле есть маленькая претензия, там спиртуозность есть. Но знаете, ребят, ну коньяк это коньяк. Вот когда говорят, и я говорю, да, грешен, спиртуозности нет вообще, знаете, ее нет вообще по сравнению с другими коньяками. А так на 40 градусов не бывает, чтобы не было вообще. Вот, а вкус 19 поставил. Финиш 18, финиш, ну, слабый финиш. Для 11 лет он короткий очень. Можно даже в аромат там 19 дать, а финиш 17. Что мне в нем понравилось, это баланс. Балансу я поставил целых 20 баллов, потому что у него что в носу, то и во рту. Это мне нравится, потому что вот не так давно царь Тигран дегустировал, снимал, да, показывал. Так там, ну,
полный разброд и шатание. Ничего общего между вкусом, ароматом и финишем. Причем все вкусно, все здорово, но все разное. Как такое волшебство получается, ума не приложу. А здесь вот в этом вот браке ереванского завода брак прошел как надо, да, успешно. Зарегистрирован, так сказать, кольцами обменялись, и все хорошо. Так, мои впечатления, да? Значит, смотри, у меня аромат мне показался самым классным, самым интересным во всей этой истории. Я ему поставил 21. Такой пыльный лакированный стол, долма, листья винограда, выпечка, изюм, чернослив, ваниль, спиртуозность уже наметилась, тоже, о которой говорит Михаил. Из минусов мне показалось, какая-то есть, может быть, тина, что ли. Ну, совсем там чуть-чуть где-то, если бы были уровни насыщенности, да, есть такие диаграммы насыщенности вкуса ароматики, или ароматики, и вот тина там, ну, процентов, может быть. Вот, мне кажется, это такая же штучка, как у Прошана с этой мокрой бочкой, да, мокрыми досками маленькими. Мне кажется, ты просто бутылку не так давно открыл, а у тебя воздухом не дышал. Я думаю, что если вот из этой нальем, вот там как раз именно тины может не быть. Ну, вот мне она показалась, да, мне она показалась именно такими мокрыми досками. Быть, и мне кажется, это вот когда разливают из бочки, и вот контакта с воздухом практически нет. То есть быстро разлили, закрыли. И вот тогда это, ну, бочка остается. Значит, вкусу я поставил 19, он все-таки действительно непривычно спиртуозен, у меня, кстати, так и написано, непривычно спиртуозен. Да. Поэтому это не показалось, никакая, действительно так оно и есть, да. Приторно-сладок мне показалось. Есть сладкий. И ванилин. Такой же изюм, чернослив, ну то есть вот эти восточные всякие дела, там фрукты, сухофрукты, специи, ваниль, корица. Есть какая-то мыльность, мне показалось, во вкусе, небольшая мыльность. Что вот теперь я ее начинаю чувствовать, да, не говоря об обезьяне, да, желтой или какой. Да. Вот есть, я не знаю, я ее не встречал вообще еще. Я тоже, я мыл не ел, пока не доводилось, не знаю. Когда в детстве там, знаешь, хлебанешь воды. Не, вот шампунь бывало, да, заливался там в рот, но как-то с мылом именно вот не сходилось. Но да, что-то есть. И вот эта вот во вкусе приторность, она мне тоже не понравилась, я поставил 19. Ну, 19, в принципе, тоже неплохо. Послевкусие еще меньше понравилось мне. Тут есть уже, эта сладость начинает приторно так оседать где-то вот там вот в горле, и довольно неприятные какие-то ощущения вызывает. Тем не менее, оценка замечательная, на мой взгляд, 75. Действительно неплохой коньяк. И баланс я поставил 17. То есть с одной стороны он ярок, насыщен, такой вот изюмно-херестно, фруктово-базарно-корично-пряный, а с другой стороны есть какие-то вот офноты, то есть там вот эта вот мыльность, вот эта вот приторность, чуть-чуть там где-то тимки, там-сям поднахватал. Но в целом оценка, я думаю... Ну, что могу сказать, Алексей добился того, чего хотел. Вот честно, несмотря на то, что мы поставили по 75 баллов, но внутри этих 75 все абсолютно разное. То есть таким образом мы доказали следующее, что вот общий балл это все-таки отражает, ну, скажем, уровень и класс коньяка. И у людей, которые более-менее коньяки пили, оценки должны примерно одинаковые. А вот внутри распределения это уже все фломастеры разные. Вот кому что нравится. Вот, то есть у Алексея баланс полный провал, а аромат в топе, да, у меня баланс в топе, а аромата, ну, одна из низших оценок. Вот такая история. Получается, доказали, и без ущерба для репутации коньяка Айк. Да, ты знаешь, и если сейчас вот мы бы взяли Арарат 10, это был просто вот это был бы полный провал на фоне Айка 11. Вот так. По крайней мере, да? современный розлив, вот так, я да. уверен. Вот что делать с коллегой, я даже не знаю. Я просто поклонник Ахтамара. Я люблю Ахтамар старый, я люблю Ахтамар новый. Ахтамар новый я люблю за мед. Потому что Мишка очень любит мед. Почему, кто поймет. Вот надо было взять Ахтамар. Вот, Ахтамар я люблю, потому что это мед. Меда там много. Если они там в младшие свои вещи напихали там всяких цитрусов, там цветочков, василечков, вот этого вот всего, что, ребят, это все классно, когда это все во Франции, да, но когда все в Армении, но это тема для отдельного ролика. Вот, но в Ахтамаре 10 появился мед я люблю. Вот так. Ты новый дегустировал? Да, новый. Слушай, надо. Я его не просто Ахтамар дегустировал, я его выпил, по-моему, 2 бутылки уже. Вот, я на какую-то скидку неплохую нарвался, и что-то он там дешево стоил, там на уровне они даже, может, подешевле. Вот, я взял пару бутылок, одну выпил, одна стоит еще закрытая. Ты знаешь, на мой взгляд, на фоне Айка это настолько блеклая история, настолько блекл и невзрачен. Ну, вот они фломастеры разного вкуса и цвета. Друзья, вы все поняли. Да. Давайте прощаться, заглядывайте в магазин товаров и аксессуаров Dram of Spirit для любителей алкоголя. Да, там купить вот такие бокальчики, они, кстати, очень классные. Снифтеры. Заглядывайте на канал Михаила, надеюсь, подписчиков у Михаила прибавится, он нас всех обгонит и перегонит, как и еще и Америку. выгонит. Не-не-не, выгонять не буду, ну зачем выгонять? Ну, фон-то нужен, ребята, фон нужен. Да, конечно, будем танцевать.
И так не пейте, а если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. И в хорошей компании.